Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие уютные кошелечки крючком. Вяжутся они из остатков пряжи. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Давайте рассмотрим поближе. Застежка на пуговице с таким клапаном. Кармашек в верхней части, кармашек чуть поуже, и в нижней части кармашек пошире. Такие кошелечки можно применять для хранения наушников, купюр, монет, дисконтных или подарочных карт каких-то. Можно использовать как верхнюю часть кошелечка, и также и нижнюю, конечно же, соответственно. Вязать его очень просто, быстро. В этом видео мы с вами разберем, как вязать такие кошелечки. Это хороший подарок и детям, и взрослым. Подарок на скорую руку. Также используем остатки пряжи в дело. Вязание таких кошелечков – это отдых. Вяжем, отдыхаем, смотрим любимые фильмы, слушаем музыку. Можно связать в любом цвете, какие есть ниточки в наличии. Если вам нравятся такие кошелечки, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Итак, вязать будем из остатков пряжи, какие имеются в наличии. Это у меня Ализе. Такие нитки не очень толстые. Вот это акрил какой-то. Такие маленькие кусочки пооставались. Подбираем подходящие по цвету оттенки, комбинируем. Это хороший проект утилизировать все остатки пряжи. Также нам понадобится пуговичка. Здесь у меня такая кокосовая, деревянная. Тоже выбираем подходящую по размеру, по цвету пуговички. Иголка для пришивания пуговицы с большим ушком. Ну и крючок. Крючок я буду использовать 2 миллиметра. Слишком толстый крючок не берем, чтобы кошелечек наш был не очень объемный. Все-таки нам не нужно, чтобы он много места занимал в сумочке. Так, ну давайте приступим к работе. Итак, делаем начальную петлю. И набираем цепочку из воздушных петель до нужной ширины кошелечка. 3, 4. Количество петель должно быть нечетным, так как мы будем делать внутри карманчики с таким узором, с дырочками. Набираем нечетное количество. Ширина кошелечка у меня получилась вот без обвязки. Считаем до шва 9,5 сантиметров. Вот такую цепочку набираем. Давайте наберем цепочку самостоятельно и встретимся. Итак, я набрала 25 воздушных петель и вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема, и во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида, и в каждую петлю по цепочке провязываем по столбику без накида, и у нас получится 25 столбиков без накида, ну или сколько вы набирали воздушных петель. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Двадцать 24 и последний 25 в начальную воздушную петлю. Провязали. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем и в вершину первого столбика провязываем столбик без накида, но крючок вставляем за заднюю стеночку. Вот у нас петля состоит из 2 половинок. Ряд будем провязывать
за заднюю дольку. Первый столбик начальный, в следующий столбик также за заднюю стенку второй, третий, четвертый, пятый. И также получится 25 столбиков. Все вяжем самостоятельно и встречаемся. Второй ряд у нас готов. Получилось также 25 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. Он у нас повторяет предыдущие ряды. Воздушная петля подъема, разворачиваем и, начиная с первого столбика, провязываем в каждый столбик по столбику без накида за задние стеночки. Вяжем вот такую резиночку. Сейчас чуть позже покажу, как я меняю цвет и перехожу с одной ниточки на другую. А так вяжем резинкой до нужной длины. Длина такого кошелечка у меня получилась 16,5 сантиметров, 16 до шва, вот до обвязки. Нам нужно будет связать 3 детали, вот внешняя и потом 2 карманчика. Ну, карманчики потом также вместе свяжем. Давайте сейчас покажу, как я меняю ниточку. Третий, четвертый, пятый. Ну вот, к примеру, начинаем менять ниточку. Начинаем вязать столбик без накида и закрываем этот столбик уже ниткой другого цвета. Подтянули вот молочным цветом ниточку, перекидываем, и сейчас мы будем хвостик новой нитки сразу обвязывать. Вот эту нитку я в первую не отрезаю. Продолжаем вязать также за задние половинки и не забываем обвязывать хвостик новой ниточки. Можно вводить новый цвет с любого столбика. Мы используем остаточки ниток. И в любом месте можно прикреплять нитку нового цвета. Сейчас я довяжу до конца, развернусь, пойду в обратном направлении, и когда подойду вот к этому месту, встретимся с вами и закончим ряд вместе. Итак, подошли к тому же месту, где мы меняли ниточку. Этот хвостик мы обвязали, его можно уже отрезать. Так, подтянем, чтобы он встал на место. Все. Сейчас хочу вязать снова ниткой вот молочного цвета. Перекидываю ее на ту сторону. Далее вяжем столбик без накида и закрываем ниткой. Вот ее совсем незаметно. Молочного цвета. Бежевую нитку отрезаю. Следующий третий цвет буду вводить другим уже цветом. Так, и продолжаем вязать. Хвостик также мы сейчас этот вяжем. Темные ниточки. Также за задние дольки. И у нас в этом ряду обязательно должно получиться столько же столбиков, сколько и в предыдущих рядах. У меня это 25 столбиков без накида. Ну, это как пример я привела, вот как можно поменять ниточку. Все, хвостик мы обвязали, также можно его отрезать. Воздушная петля подъема, разворачиваем и также вяжем 25 столбиков без накида за задние дольки. Все, так вяжем до нужной длины. Периодически меняем нить на другой цвет, чтобы он был у нас разноцветный. Ну или можно взять вот такие нити секционного крошения, тогда кошелечек будет у нас сразу вот цветной, веселенький. Вяжем первую деталь внешнюю самостоятельно и встречаемся.
Ну вот я связала уже 2 детали. Основную, самую большую, и нижний карманчик. Конечно же, можно весь кошелечек связать одной сплошной деталью, связать полоску подлиннее и потом просто сделать заворот и сшить только по бокам. Ну, соответственно, и с этой стороны также будет заворот, если будет подлиннее вот эта полоса. Но мне нравится, когда обвязка, вот это соединительный шов у нас будет по периметру всего кошелечка, и поэтому делаю 3 детали: длинную и 2 карманчика, один пошире и вот, и второй на клапане, вот, который закрывается поуже. Итак, сейчас вяжу уже 3-ю деталь на крышке кошелька, которая будет, и для украшения провязываю вот такой ряд. Это полустолбики с накидом, и между ними арочки из одной воздушной петли. Мне кажется, так кошелечек смотрится понаряднее, и на просвет уже видно, что там внутри у нас лежит в кошелечке. Итак, давайте провяжем этот ряд вместе. Здесь также вяжем любое количество рядов столбиками без накида за задние стеночки. И сейчас приступим к провязыванию ряда с полустолбиками с накидом. Итак, делаем 3 воздушные петли. 2 из них это начальный полустолбик с накидом и 1 воздушная петля арка. Далее разворачиваем накид, пропускаем первый столбик, из него выходит у нас полустолбик, пропускаем второй, и в третий также за заднюю стеночку провязываем полустолбик с накидом. 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Провязали полустолбик с накидом. 1 воздушная петля арка, накид, пропускаем столбик, и в следующий также за заднюю дольку провязываем полустолбик с накидом. 1 воздушная, пропускаем в следующий полустолбик, 1 воздушная. Так вяжем до конца ряда. Подходим к концу ряда. 1 воздушная петля арка, пропускаем, и в последний столбик полустолбик с накидом. Все, ряд готов. Вот такие окошки у нас. И следующий ряд просто вяжем 1 воздушная петля, разворачиваем по рисунку столбиками без накида за задние дольки. В каждый столбик провязываем по столбику без накида. И у нас-то получится также 25 столбиков без накида. Ну или сколько мы набирали цепочку из воздушных петель. Так, вяжем. Давайте по размерам сориентируем. Длина основной детали у меня получается, ну вот, 16,5-17 сантиметров. Высота кармашка, который повыше, 8 сантиметров. Ну и вот кармашек, который на клапане, у нас будет, ну, примерно 5,5-6 сантиметров. Смотрим, уже это все произвольно. Тут на глазок делаем между кармашками у нас расстояние, чтобы удобно было пользоваться кошелечком и закрывался удобно. Вот так клапан кошелечка. Так, все, давайте довяжем 3-ю деталь самостоятельно до нужной ширины и встретимся. Все, вот такой ширины детали мне готово. Делаем закрепку, ниточку отрезаю. Если вы будете делать обвязку этим же цветом, то можно не отрезать нитку, а продолжать этим кончиком обвязывать, соединять детали между собой. Но я хочу сделать обвязку зеленым цветом, поэтому ниточку поменяю. Итак, первая деталь, вторая и третья. Сейчас нам нужно будет обвязать по кругу столбиками без накида и сделать петлю вот на верхнем клапане кошелечка.
Петелька у нас из воздушных петель. И набираем их количество так, чтобы пролезала выбранная пуговичка. Итак, делаем начальную петлю. Давайте начнем обвязку, с любого места, вот с этого уголочка. Переворачиваем. Длинная деталь у нас смотрит сверху, а кармашек снизу, чтобы у нас лицевая сторона была вот по этой стороне. Давайте с этого уголочка вставляем крючок в одну деталь, во вторую. Можно начинать обвязку с любого места, это не принципиально. Вытянули, провязали столбик без накида. В следующий столбик на одной детали, на второй вытянули столбик без накида. И так потихонечку, столбик за столбиком, провязываем столбики без накида, соединяем две детали между собой. Доходим до уголочка, разворачиваем и вяжем уже по длинному срезу. Далее у нас идет маленький отрезок без карманчиков. Приставляем короткий карманчик и далее соединяем уже две детали вот на крышечке нашего кошелечка. Давайте дойдем до верхнего короткого среза, до середины. Встретимся и вместе сделаем петельку под пуговицу. Все обвязываем пока самостоятельно и встречаемся. Давайте немного вместе прошьем вот боковой срез длинный. Столбик без накида вот между зубчиков провязываем. Тут у меня еще и хвостик сразу обвязываем. Далее столбик без накида выпуклый. Вот элемент теперь между зубчиков. Теперь так, снова между зубчиков. Ну так, примерно, приблизительно должно получаться. Аккуратненько все, ровненько. Продолжаем самостоятельно. Итак, дошли до середины верхнего края короткого и делаем петельку, набираем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3. Так, этого достаточно. Примерили пуговичку и продолжаем делать обвязку. Дальше соединяем детали между собой. Вот такая петелька под пуговичку у нас получилась. Все, довязываем до конца, до уголка. Пришиваем пуговицу внизу кошелечка. Ну вот, наш кошелечек с вами готов. Мы смастерили с вами вот такую милую вещицу. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной
такой очаровательный, уютный кошелечек крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!